Привет! Меня зовут Людмила, и вы на моем канале Людмила Шпакова в потоке. Ну что, мои дорогие, сегодня у нас с вами будет разбор, да, и название к нему звучит так. Что он чувствовал тогда и что он чувствует сейчас? Загадайте, пожалуйста, то есть, во-первых, загадайте мужчину, да, чувство которого вы хотели бы просмотреть, и загадайте некий период времени, да, который вас интересует, с позиции тогда. Да? Значит, может быть, вы загадаете время вашего знакомства. Может быть, у вас, допустим, были какие-то бурные отношения, сейчас ничего не происходит. Да? То есть некое время тогда вам нужно загадать, потому что мы будем смотреть в сравнительной характеристике, что он чувствовал к вам тогда, загаданном вами времени, да, и что происходит с человеком сейчас. Три позиции, как обычно практически, да. Пожалуйста, загадывайте ваших мужчин. И да, сначала мы сделаем сигнификацию самого принца. Первое для того, чтобы вы его узнали, а второе для того, чтобы с ним получше познакомились, да, потому что сигнификация — это все-таки психологическая характеристика, и, может быть, вы не до конца понимали человека, а тут бах, что-то новенькое о нем услышите. Вот, значит, двоечки, троечки идут в ожидании, сигнификация, дальше сравнительная характеристика. Что чувствовал тогда, что чувствует сейчас. Номер один. Приветствую вас. Кто к нам пришел? К нам пришел мужчина состоятельный, состоявшийся. Я надеюсь, вам что-то будет видно. Что-то может, конечно, и не быть. Так. Угу. Короче говоря, заикнулась я про бывших, да, наверное, пространство мне ответило взаимностью. Значит, что можно сказать? У этого человека есть какая-то сформированная зона комфорта. Это человек реализованный по жизни. Заработал он себе крышу над головой, а есть у него хорошая должность, есть у него деньги, а есть у него возможность себе ни в чем не отказывать. Человек находится в девятке кубков, да, и прекрасная, комфортная энергия, когда у человека есть все необходимое для жизни. Вот, значит, что же по поводу вас? Здесь, первое, здесь говорится о том, что человек сейчас находится в отношениях с другой женщиной. Да? У него есть жезловая королева, он жезловый король, и может быть, они женаты с той другой женщиной, может быть, живут вместе, но в любом случае он находится в отношениях сейчас с другой женщиной. Относительно вас он находится в отшельнике. Это говорит о том, что вы молчите друг с другом. То есть между вами сейчас нет как такового общения. Может быть, нет особенной агрессии какой-то, да, там выяснения отношений, но и общения как такового нет. Может, вы смотрите на бывшего мужа или просто бывшего любимого, да, у которого сейчас отношения с другой. Он занял такую позицию, да, я делаю выбор головой. Здесь могла быть ситуация из разряда: он вас очень сильно любил, а у той, допустим, другой женщины была квартира, машина, гараж. Да, и он такой, типа, я подумал головой, мне выгоднее вообще с ней быть. Да? Вот, значит, или же она нравилась его семье, да, религиозно была с ним одной веры, а вы другой веры. Здесь мужчина как будто бы сделал логический выбор вас не выбирать, да, выбрать другую женщину. Или просто вас не выбирать. Может, эта другая женщина позже появилась.
Между вами закончены все отношения, может быть, блокировки присутствуют, ваши отношения были очень страстными, но при этом очень скандальными. Из разряда нам очень тяжело врозь, но вместе нам не легче, да, мы здесь готовы друг друга порубасить, честно говоря, вот. И, ну, что сейчас происходит? Ничего не происходит. Вы живете каждой своей жизнью, вы очень много вспоминаете этого человека, обдумываете какие-то разговоры между вами, возможно, переписку. Для кого-то здесь будет рабочее общение или деловое, да, фигурировать. И, может быть, вы вспоминаете не столько личную переписку, да, сколько вот какую-то рабочую. А может быть, имеется в виду, что личного общения нет, а рабочее сохранено. Здесь такая ситуация тоже может быть. Ну, окей, давайте смотреть. Тогда, да, то самое тогда. Что он чувствовал тогда? Что он к вам чувствовал тогда? Так, а может быть, у него уже и была другая женщина, и была жена. Прям жена. Что он чувствует сейчас к вам? Вот скотина. Так, первое. Скоро ваш принц появится. Значит, что он к вам чувствовал тогда, да, когда вы загадали? Ну, он, безусловно, был влюблен, у него было очень сильное притяжение к вам, потому что вы очень женственная, вы умеете любить, вы умеете отдавать. Вы как будто бы, знаете, вот обладаете особой женской энергией, да, данной вам при рождении. Когда вы четко понимаете, что нужно делать женщине для того, чтобы мужчине рядом с ней было хорошо. Вот, значит, что еще? Он был влюблен, но и тогда он тоже все воспринимал с позиции невозможности выбора вас. То есть, да, я влюблен в эту женщину, да, она безумно женственная, но выбор невозможен. Я ее выбрать не могу, говорит он. Вот, значит, что еще? Вы для него были роскошной, прекрасной, ресурсной, красивой, сексуальной. Вот все было при вас. Вот в тот период тогда все было при вас. Но вы совершили одну ошибку. Вы влюбились и полностью растворились в этом человеке. Как будто бы, знаете, вы сами перестали существовать со своими потребностями. Только он, и вот все было для него. Вы горели этим человеком, вы ему пластались перед ним и отдавали всю себя. И ему стало скучно. Он говорит о том, что сначала я был влюблен, несмотря на невозможность выбора между нами, а потом мне стало скучно от ее любви. Она стала душить меня своими чувствами. Мне стало скучно, мне стало неинтересно, ну, потому что у нас здесь такой, судя по всему, охотник, да, ему нравится как бы завоевывать, а то, что уже завоевано, оно не особо интересно. Вот. Ну, короче говоря, парень такой, знаете, подостыл. Сначала, говорит, был влюблен, а потом подостыл. Что сейчас? Вот почему я сказала, да, скотина такая. Он собирается вернуться. Он собирается вернуться, собирается появиться в вашей жизни.
Мечтает о вас он сейчас. Он сейчас о вас вспоминает, он сейчас о вас думает. Может быть, вы смотрите на него расклад, потому что он ни с того ни с сего стал появляться у вас в голове. Ни с того ни с сего стал вам сниться. Да? Вот. Короче говоря, сейчас он о вас думает, сейчас он о вас скучает, сейчас он о вас мечтает, и у него есть планы по возвращению в ваши отношения. Но, мои дорогие, все это не про любовь, потому что свое возвращение он собирается сделать триумфальным возвращением мага. Да, то есть он собирается вернуться, чтобы снова вами манипулировать, чтобы снова делать то, что ему заблагорассудится, и сделать вас удобной для себя. Здесь человек, который любит, чтобы им восхищались, перед ним преклонялись, хлопали в ладоши и радовались, что он вот прям внимание свое оказал. Соответственно, от вас он будет через какое-то время требовать вот этого. Я спрашиваю про чувства, мне говорят о намерениях человека, о том, что скоро он появится, и о том, какая же у него конечная цель. Да, конечная цель – это выйти в мага, управлять вами, манипулировать вами. Вот. Так что ждем. По чувствам, ну, опять, вот смотрите, 5 кубков, что там, что сям. Да нет у него никакой любви. Здесь скорее любовь к себе, к своему комфорту. Человек такой, знаете, кайфажористый. И ему, во-первых, очень нравится подчинять себе женщину, при помощи каких-то манипуляций ее сначала вводить в зависимость от себя, потом заставлять делать то, что ему нравится. Да? То есть это не про взаимный обмен, это не про любовь к вам, это любовь к себе. Тогда, когда вы загадали, он говорит, что был влюблен, но, скорее всего, вы просто ему очень много давали. Да, и было какое-то чувство к вам, да, которое потом сменилось апатией. Сейчас апатия никуда не делась. В вашу сторону у него нет особых чувств. Просто есть импульс на возобновление отношений. Что-то заскучал парень. Знаете, вот из разряда что-то я заскучал, что-то мне стало скучно, а не вернуться ли мне к ней, а вдруг будет интересней, а вдруг она что-то придумает новенькое. Понимаете? Но все равно, как бы там ни было, да, я жесткий манипулятор, поэтому я ее приведу тудысь, кудысь мне хочется. А сам по пажу кубков ничего ей не дам, говорит он. Ну, максимум это переписки, поцелуйчики, встречи, да, сексуальные. И все. Ничего серьезного. Благодарю вас, единички. Парень не айс. Двигаемся дальше. Двоечки. Кто такой? Кто такой? Девица под окном. Дайте, подайте. Подайте мне на жизнь, говорит он. Потому что у самого у меня нету ничего. Здесь у нас парень бедный, очень завистливый, очень злобный. Человек, ой, господи, да что ж такое-то? Здесь перевернутый иерофант, перевернутый маг, перевернутая сила. Ой, какой нехороший дядечка пришел. Значит, этот мужчина, ну вот он прям так, знаете, болен собой и собственным величием. Человек, для которого вообще не важно понятие чувств, а важен контроль и власть над женщиной. Он любые свои отношения приводит к власти. Здесь человек, который ограничивает свою женщину, то есть он ее может закрыть дома, он может ей указывать, чего ей покупать, что не покупать, что ей надевать, что ей не надевать. Вот, то есть при этом он сам очень мало зарабатывает. Здесь еще, знаете, какая интересная вещь может быть? Вот, допустим, вы зарабатываете больше, чем он.
И вы с ним начинаете встречаться, и постепенно он вас заставляет жить его потребностями. Не то, чтобы он заставляет вас платить за себя, нет. А вот как будто бы, знаете, вы можете себе позволить, например, дорогой сыр, а он самый дешевый. И он говорит, мы будем покупать дешевый сыр, потому что я себе не могу позволить дорогого. И вы соглашаетесь, и кушаете дешевый сыр. Потом, допустим, вы ему говорите, поехали в театр. А он говорит, мы не поедем в театр, да, потому что билеты дорогие. Можно заменить это на кинотеатр, где билеты там в 17 раз дешевле. Да. Соответственно, пойдем в кинотеатр. И вы соглашаетесь. Вот как будто бы из-за того, что у него мало денег, вы рядом с ним вынуждены жить меньшими потребностями и получать меньше благ, меньше удовольствия, да, то есть не на своем уровне своих заработков, а на его уровне. А уровень у него крайне низкий, крайне низкий. Здесь у человека нет вообще нифига, это такой вечный ученик. У меня еще все будет, я еще научусь, я еще смогу, я еще получу дополнительное образование, у меня будет дополнительная профессия, пока вот сколько есть. И он это всегда, знаете, так преподносит, как будто бы вы должны это все принять и понять. Да, любишь, поймешь, примешь меня таким, какой я есть. Человек абсолютно не собирается развиваться, не собирается расти, не собирается двигаться вперед. Он считает, что он самодостаточен. Да? При этом энергии, которые от него идут, да, говорят о том, что он прячется в раковину от проблем. Он предпочитает о них не думать, чем их решать. Такой, знаете, не настоящий мужчина. Есть настоящий мужчина, есть не настоящий мужчина. Вот. Очень завистливый, очень злобный, навязывает свою точку зрения, свою манеру жить. Вы все живете неправильно. Живу только я. Вот те, кто ездят на Мерседесах, это все воры. Женщины, которые надевают там бренды, ездят дорого отдыхать, это все шлюхи. То есть у него вот прям четкие ярлыки на всех и вся. От чего они, как вы думаете? От зависти. От того, что человек не может себе позволить того, что хочет. У него есть внутреннее определение себя как великого, да, и при этом нет внешних подтверждений своего величия. И он будет, конечно же, подтверждать вот этот вот свой посыл через вас. Да, то есть он будет свою женщину унижать, он будет искать какие-то подвохи, он будет заставлять ее постоянно извиняться, постоянно чувствовать себя виноватой перед ним, да, стыдиться своих заработков, стыдиться своей роскошности. Ну вот, как бы, потому что ему нужно подтвердить собственную значимость через вас. Хорошо. Что было тогда? Что сейчас? Что он чувствовал к вам тогда? Что чувствует сейчас? Слушайте, может мне чуть-чуть вот так вот стол отодвинуть? Так вот вам больше будет видно, да? Мне так кажется лучше. Что он чувствовал тогда, в загаданный вами период? Девочки, ответ начинается с 5 пентаклей. Те, кто хоть немножко разбирается в картах, да, прекрасно понимают, о чем я. 4 кубков. Сидел я на заваленке, и ничего я не чувствовал. Было внутри у меня пусто, какая-то дыра. Может быть, от предыдущих отношений. Я почувствовала себя никем и ничем. Было ужасно скучно жить. И тут она взошла, аки солнышко алое, да, в моей жизни. Хорошо. Сейчас я поподробнее расскажу, что сейчас. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Что ж за нарцисс такой? Ну, классический нарцисс просто. По всем параметрам.
значит, что он чувствовал тогда? Ничего он не чувствовал тогда, потому что ему было просто скучно. Когда вы встретились, он заканчивал свои предыдущие отношения, женщина его обесценила, как он считает, да. Но тут вот обесценивание только с его стороны, если честно, вижу. Но он посчитал, что женщина его обесценила, может быть, обманула, может быть, изменила ему. И у него внутри была обида очень сильная на какую-то другую женщину, когда вы вот этот период тогда возник, да, скорее всего, когда вы встретились. Вот. Значит, он говорит, что он был в состоянии жертвы, он чувствовал себя побитой собакой, и ему нужна была опора, ему нужно было за что-то зацепиться и вылечить себя при помощи другой любви, да, других отношений. И тут появились вы в его жизни, а вы идете по тузу пентаклей, по миру. То есть женщина, которая несет в себе целый мир. Вы красивые, интеллектуальные, добрые, уравновешенные. В вас очень гармонизированы энергии человеческие, составляющие человеческую личность. У вас все очень гармонично, все очень, знаете, под стать одно другому. И вот вы как-то так с ним, то ли встретились, да, то ли столкнула вас судьба, то ли чего. И, как я уже говорила, да, но я повторюсь, человек по тузу пентаклей или с тузом пентаклей – это человек, который вокруг себя делает некий благополучный радиус. Да? То есть вот вы приходите в жизнь человека, и у человека начинает все получаться. Работа, деньги начинают приходить. А тот, кто поумнее, связывает это с вами, да, что вот она пришла, и у меня начало получаться. Она ушла, и перестало получаться. Тот, кто поглупее, считает это совпадением. Да? Но вы принесли в жизнь этого мужчины благополучие. Когда вы появились, у него реально стали приходить деньги, пришла хорошая работа. Понимаете, то есть в финансовом смысле он стал более стабильным и стал подниматься куда-то, да, по какой-то социальной лестнице. И, конечно, это все внутри отражалось в неких чувствах человека. У него было какое-то удивление, что есть такие женщины. У него был интерес к вам. Ну надо же, и такое бывает. А вы явно совершенно уникальны, и вы другая, вы не похожи на тех, кто был до вас. Он делал в своей голове пометки насчет вас, да, что вот она нифига себе, не такая, как те, кого я знал. Она очень рассудительная, она очень умна. Я-то думал, что все бабы курицы. Значит, она очень красиво ухожена, например, за собой следит, да, а до этого у меня были все неухоженные, ну, к примеру, да, к примеру. Вот. То есть у него было удивление, у него было восхищение вами, ну, вот до, скажем так, определенного уровня, который может себе позволить нарцисс. Да, у нарцисса, конечно, существует вот этот период идеализации, но все равно это в какой-то потолок упирается. Вот. Ну, как-то так. Все. Здесь говорится о том, он начал действовать с места в карьер в вашу сторону, потому что ему показалось, что вы золотой туз пентаклей, который может сделать его более состоятельным, более богатым, вывести его на какой-то новый уровень. С вами было хорошо, потому что вы очень гармоничная личность. И из чувств это было удивление и некое восхищение вашими способностями. Все. Не про любовь и даже не про страсть. Чего сейчас? А сейчас он получает удовольствие от себя. Какой я классный. Какой я опупенный вообще мужик, просто вот денег нет, жилья нет,
Работать я не умею, да и не хочу, в принципе, но я такой крутой, такой охренезный, я такой уникальный. Я вот каждой бабе просто подарочек. Многие на меня обижаются, говорят: Людмила, что вы таким тоном вот рассказываете про наших мужчин? Но я вас очень прошу, девчонки, не обижайтесь, а будьте более рациональны, выходите из своих иллюзий. Я ведь не свою точку зрения, безусловно, я высказываю свое отношение к подобным персонажам, да? Но мне очень хочется донести до вас смысл происходящего. Никогда в жизни, никогда человек не будет вас любить, а все мы хотим именно любви, то есть отдачи. Человек не будет вас любить, если он до такой степени любит себя. Он зациклен на себе, он зациклен на своих потребностях, на своих желаниях, на своем эго, на своем «я». И здесь вас нет вообще. Он ничего не чувствует к вам. Он как ничего к вам не чувствовал, так ничего к вам не чувствует сейчас, потому что он все, что можно чувствовать, чувствует к себе. Он себя родимого зацеловывает, облизывает и любит. Все. Больше никого. А еще он любит деньги. А деньги у него никак не получается заработать. Он все время попадает в просак. Он все время попадает в какие-то ситуации, где он лишь теряет деньги. У него сейчас ужасный период какой-то жестчайшей экономии. С деньгами проблемы. Но он очень сильно хотел бы их иметь. Все. Вообще не про вас. Или здесь человек о вас сейчас вообще даже не вспоминает и не думает. Понимаете? Или он в принципе такой. Все. Закончили мы с ним. Благодарю вас, двоечки. Двигаемся дальше. Надеюсь, третья позиция будет у нас получше, покрасивее. Итак, пришел человек, который находится в ограничениях. В тюрьме, что ли? Олигарх в тюрьме? Короче, что-то пошло не так у него. Значит, смотрите, здесь человек, у которого в принципе есть деньги, какое-то положение, или было, да, было счастье, было много всего вообще на самом деле. Жизнь была очень хорошо устроена и богата, я бы сказала так. Он добился какого-то серьезного результата в своей жизни. Но очень резко жизнь пошла под уклон. Вот знаете, здесь очень многих проиграется, что мужчина в данный момент сидит в тюрьме, находится в серьезных ограничениях, он не может выйти, и он не решает, выйдет он или нет. Вот. При этом когда-то у него была и власть, и деньги, и он добился позиции иерофантов солнца. Это вот прям я счастлив тем, что я сделал в своей жизни. То есть моя жизнь на высшем каком-то уровне. Да? То есть его жизнь была на каком-то высшем уровне до каких-то событий, до событий полного падения вниз, когда он превратился в человека, который не может держать свою судьбу в руках,
да, почему-то у кого-то будет прям полысел или его на лысо побрили, что за информация идет странная. И сейчас он пребывает постоянно в очень плохом настроении, полон страхов, полон такого, знаете, состояния, что вот там завтра я умру, вот какое-то такое здесь идет. Вот, он просит о себе молиться, то ли он болен, то ли что. Может быть, он у вас просит о себе молиться. То есть как будто бы он хотел бы, чтобы кто-то помолился за него. Здесь идут очень тяжелые энергии, связанные с тем, что человек в очень серьезных ограничениях, которые он не может преодолеть. Ваши отношения могут быть отношениями по переписке. И если вы пишете с человеком и не знаете по-настоящему, кто он такой, только с его слов, это сиделец. Это прям однозначно. Хорошо. Ну, примеряйте на себя. Да, могу сказать лишь только то, что идет из потока. Что он чувствовал к вам тогда? Да, может, вы этого человека знали когда-то. Что он чувствовал к вам тогда? Муж, что ли, ваш? Муж, который сейчас не с вами? Муж? А сейчас что? Слушайте, ну здесь конкретизирована весьма история. К примеру, да, вы смотрите на мужа, когда-то достаточно богатого человека, за которого вышли замуж, которого посадили в тюрьму, ну или куда-то угнали, я не знаю, вот, и который сейчас готов вернуться и начать все сначала. Ну вот это я по-другому читать даже и не могу, если честно. Значит, что он чувствовал к вам тогда, что вы его семья, вы его счастье, вы его любовь, вы его судьба, вы его и счастье, и несчастье одновременно. То есть в плане каком? Когда все было хорошо между вами, вы были счастьем, вы были семьей, вы были какой-то путеводной звездой для него, наполненностью. Ну вот знаете, семьей в лучшем смысле этого слова. Вот просто в лучшем. То есть вы полностью человеку давали все то, что ему было необходимо. Наполняли его. Он чувствовал себя мужем, он чувствовал себя настоящим мужчиной, который способен обеспечить свою семью, который способен сделать женщину счастливой. То есть вот вы ему давали ту наполненность, которую должна давать жена. Должна давать женщина. Даже если вы не были женой, хотя он вас считал женой. То есть вы семья, вы жена, вы целый мир. А в плане каких-то, знаете, и счастья, и несчастья, как я сказала, да, несчастье в плане чего? Он очень сильно боялся вас потерять. И когда он начал вас терять, когда какая-то ситуация вас стала разлучать, да, что-то начало происходить, оно произошло не за один день, а за какой-то период, он начал сходить с ума. Больше всего он боялся вас потерять. То есть здесь человек любил вас самой теплой, высокодуховной любовью. И в быту, скажем так, иногда быт разъедает любовь, да, а здесь ощущение, что вы вместе жили, вы хорошо друг друга знали, и его любовь это не разъела, да, это только лишь увеличило ее, сделало ее более такой весомой, да. Вот. И
основные проблемы были, это страх вас потерять безумный. И когда ситуация начала разворачиваться, он стал ужасно просто болезненно относиться к моменту расставания будущего. Он знал о том, что вы должны расстаться. И, конечно, он тут боролся, и у него страшно болела голова. Человек вот прям болел этим. И в эти моменты вы могли чувствовать раздражение в свою сторону и неправильно его интерпретировать. На самом деле человек очень сильно вас любил тогда и боялся вас потерять. Сейчас он понимает, что ему нечего вам предложить. Он очень хочет начать все сначала, но с 5 пентаклей тяжело начинать что-то сначала, да, как бы денег нет. Денег нет, нет ни положения, ни друзей, ни связи, ничего из того, что было ранее. Но есть надежда на то, что вы поддержите, может, простите, может, будете готовы идти дальше. Вот смотрите, этот человек – это золотой человек, денежный человек. Он может деньги делать из воздуха, он может все, то есть он, возможно, он очень умен, да, и он может заработать, даже если сейчас кажется, что негде, даже сейчас, если сейчас кажется, что все швах, что, ну, как бы все потеряно, да, то есть здесь 10 пентаклей, здесь 10 пентаклей, но начнется все с 5. Он больше всего волнуется о деньгах. Здесь, знаете, вот мы смотрим вроде как чувства человека, а у него чувства, направленные на переживания и страдания. Примете ли вы его вот такого без денег? Но он готов работать, стремиться, завоевывать, двигаться. Вот он, знаете, как будто говорит: вы только меня выпустите, вы только дайте мне возможность снять с себя эти путы. Я понесусь, побегу, я восстановлю все, дайте мне только время. И здесь человек, вот я вам скажу так, этот человек вас любит, но он вас сомневается. Он сомневается в вашей реакции, он сомневается в вашей любви. Возможно, прошло время между вами, да, вот, допустим, он, если сидит в тюрьме, прошло время, вы не общались, не виделись, тактильно не соприкасались, и он сомневается, что будет. Что у вас сейчас в сердце, что у вас сейчас в душе, примете ли вы его, готовы ли вы будете с ним идти вот с таким, да, после вот с таким прошлым, вот после таких событий. Сомневается, но он готов все исправлять. Ну, получится, не получится, да получится. Король пентаклей, 10 пентаклей, король пентаклей, 10 пентаклей, прям ваш муж. Вот то, что я вижу, это человек, ваш муж, с которым стряслась серьезная беда, он, допустим, попал в тюрьму или в какие-то ограничения, и вот он сейчас будет возвращаться в вашу жизнь, и он очень сильно боится, он наполнен весь переживаниями, страхами и так далее, но если вы его примете, у вас дальше опять будет, вернется ваше финансовое положение. Он заработает, он сможет, и у него все получится. И тогда он вас любил, и сейчас он вас любит. И этот человек не про слова, не про эфемерную любовь в воздухе. Он про настоящую любовь, про настоящие бытовые, да, реальные отношения с женщиной. Когда он женщину целует по-настоящему, не в интернете. Когда он ей приносит деньги, когда становится больше денег, он ей приносит подарки, драгоценности, возит ее отдыхать, он ее балует. И женщина для него не какой-то идол, а живой человек с потребностями, для которого стоит жить. Вот он так к вам относится. Вы для него жена. Вот все, что я могу сказать, это ваш муж, вы его жена, все у вас по-настоящему. И если вы сейчас его примете после вот этих вот ограничений, после того, что с ним что-то
произошло, то через какое-то время, не скажу, что это прям коротко или длинно будет, да, мы сейчас не про это все смотрим, но через какое-то время вы вновь будете богаты, и вы будете радоваться, что вы поддержали человека в тяжелый период его жизни, да, для того, чтобы вот потом снова быть с ним счастливой. Ну вот как-то так, мои дорогие, вот такой вот сегодня получился разбор. Я, как обычно, благодарю вас за ваше внимание и хочу пожелать вам только одного: встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.